Хей, всем привет! Сегодня снова буду открывать свой скетчбук. Я не знаю, я уже в нем рисовала или нет. Вроде бы да. Короче, сегодня мы с вами порисуем, наверное, голенькие тела. Поковыряться в скетчбуке своими карандашами. Вот, покажу вам, что сегодня у меня будет. Просто какие-то карандаши, короче, типа Mitsubishi, я не знаю, какого фига эти карандаши от бренда, не знаю, это вроде бренд машины. Окей. Потом что-то Derwent, график и тот же самый, просто типа 6B, 4B. Вот, и вот мой карандашик такой оранжевенький, он от Kohinoor, если не ошибаюсь, да. Это акварельные карандаши, они, короче, мягкие, быстро стачиваются, но зато яркие. И вот, если вы посмотрите, то я тут делала именно им вот такие вот зарисовочки. Если вас раздражает амебная речь, примерно как сейчас у меня, или вы не любите, когда у человека повторяются одинаковые фразы, например, такие как «вот», «потому что», «because», или «типа», не помню, сказала я это или нет. Короче, то не смотрите этот видеоролик, в этом видеоролике я не супер активная и позитивная, и моя речь супер отстойная, но я решила все-таки смонтировать и выложить это, потому что когда-нибудь это ведь изменится, да? Это все. Всем пока. Приятного вам просмотра. Что касается референсов, то я просто обычно открываю Инстаграм. Тут у меня уже выдаются некоторые похожие фотографии, потому что, например, я уже что-то подобное гуглила, поэтому эта лента все-таки образуется из того, что ты лайкаешь, ищешь и так далее. Вот, и, например, если я вот... Это рисунок прикольный, сохраню его. У меня есть Pinterest, если что. Он выглядит вот так. Короче, вот, например, вижу я тут голое тело. Давайте более такую позу, где не так, конечно, все хорошо видно. И нам выдает похожие фигуры, где мы сможем увидеть немножко частей обнаженного тела, мужского торса, так сказать. Вот, я беру рандомную фотку, переворачиваю скетчбук так, как мне будет удобней. Вообще, хотелось бы, как всегда, сказать какое-нибудь предисловие. Рисую я человеческое тело плохо, потому что я особо никогда об этом не запаривалась, да и в целом, наверное, с детства я рисую обычно в основном лица, именно лица. Пыталась как-то фигуру рисовать, но акцент всегда как бы у меня шел именно на лицо. Сейчас же я не буду на нем акцентироваться, потому что мне интересней вот попытаться нарисовать тело. Когда вот вы, например, уже достаточно много порисуете, изучаете анатомию, то, конечно, вы сможете это делать из головы. Будет это намного проще, удобнее и все такое. Я бы хотела сказать, наверное, это очевидно для многих, но, возможно, не очевидно для других. Для того, чтобы рисовать в последующем из головы, вы для этого сначала должны порисовать очень много с натуры. Вот, для того, чтобы вы, так сказать, изучили и отработали. Ну, короче, мышечная память, ее никто не отменял. Мозговая память тоже. Короче, когда вы много рисуете, делаете много ошибок, вы можете там делать даже плохие результаты, но если вы уже трудитесь, стараетесь там повторить, да, какие-то мелочи, изучить их, понять, то в последующем, хотите вы или не хотите, ваши знания будут применены на практике. И для того, чтобы в последующем я начала хорошо рисовать фигуру, я вот стараюсь ее рисовать. Возможно, в последующем возьму какие-нибудь курсы, пока не знаю, не уверена. Вот. Но в целом хочется, наверное, побольше проработать какие-то детали, узнать попозже. Вот сейчас же я просто беру какие-то такие основные формы, да, которые вижу. Там, например, вижу чуть ребра, но я плохо понимаю, как они там устроены. Но в целом процесс уже пошел, и рано или поздно мне захочется, так сказать, углубиться в эти знания, и вот тогда я это сделаю. Возьму у кого-нибудь курсы прикольные. Вот. Останется только найти у кого. Вот. Если у вас какие-то советы есть, то, конечно, можете советовать мне. Но сейчас просто, получается, без каких-либо подробностей я зарисовываю фигуру того, что вижу. Конечно, немного примерно понимаю, как там грудная клетка устроена, но без каких-либо мелочей, понимаете? Без, ну, там, где-то ключица. Ну, тоже, знаете, чтобы это прям достоверно все нарисовать,
нужно все-таки знать, как... Короче, когда вы понимаете, как это все устроено, то это уже намного проще изображать. Ну вот, наверное, первый скетч готов вот у нас. Я, короче, решила перевернуть скетчбук, вот, потому что буду рисовать вот такую позу. Примерно намечаю просто, где у нас будет голова, примерный размер грудной клетки и где будут примерно бедра. Вот. Рисую горизонтальную... Подождите, это горизонтальная... это вертикальная линия. Вертикальную линию для того, чтобы просто немножко ориентироваться и постараться сделать все-таки это более-менее симметрично. Так, тут у нас будет где-то примерно шея. Тут грудь. То есть, типа, сейчас я особо не заморачиваюсь на то, какие там пропорции в плане. Я уже немного просто рисовала до этого и пыталась понять, проанализировать то, как наше тело устроено, да, какие там соотношения у нас. Вот, поэтому примерно плюс-минус, наверное, я не особо тут могу окараться. Прям так стрёмно, чтобы было. Вот, поэтому на этом я не акцентируюсь. Тут у нас, если не ошибаюсь, ключицы. У мужчин накачанных обычно очень хорошо видны эти кости. Возможно, я вспомню в конце видеоролика и скажу вам, что это такое. Кстати, когда вот рисую, я слышу, что моя камера шумит. Я не понимаю, почему. Вот, тут у нас тоже, не знаю, как эти мышцы называются. Плечи, будем называть их так. Тут у нас получается грудная клетка. Тут у нас тоже как-то специально называются эти мышцы. Надеюсь, вот я вот потом все это узнаю, и вы увидите прогресс в следующих видеороликах в моей речи. Типа я буду уже называть, как эти кости называются, если такое. Пока нет. Пока вот как у меня. Тут у нас, по сути, так-то типа ребра какие-то, но на фотографии я пока плохо понимаю, потому что тут еще мышцы у нас, если я не ошибаюсь, есть. То есть, помимо того, что у нас есть ребра, у нас есть еще мышцы на этих местах. Тут у нас примерно пупик, тут у нас мышцы пресса. Тут у нас будут кости, короче, тазобедренные. Кости таза. Вот, примерно где-то так, наверное. Вот, и если вы заметите, то тут есть вот такая форма. То есть тут где-то талия у мужчины, а потом такие косточки. Там вот идут интересные моменты. Я не знаю, как это писать. Паховая зона, вот. Где-то вот тут у нас паховая зона, вот в этом месте. Вот, она находится чуть ниже бедер. Вот. То есть примерно как-то я так вижу. Чуть выше талии. Вот, не знаю, надеюсь, вам просто будет интересно посмотреть, как я рисую, вы захотите порисовать вместе со мной, вот, так что пишите, что вы там делаете параллельно, когда смотрите такие видеоролики, мне будет интересно. Так, нарисую штанишки немножко, вот так вот. Так, руки, лицо тоже не буду рисовать, пока мне интересна фигура. Вот, смотрела отдельный видеоролик про то, как там рисуется пупок. Вот, пупки, конечно, у всех разные, вот, и там, типа, есть такой прикол, что вот у нас пупок, здесь какая-то ложбинка теневая, тут у нас тоже тенек, а вот тут у нас, типа, по сути, светлая часть. Не знаю, похоже это на пупок или нет, вообще вам, скорее всего, не видно. Вот, ну, короче, вообще у всех пупки разные, поэтому, наверное, тут сложно. Я вот так, наверное, нарисовала бы. Короче, представьте, что это что-то другое. Это кексик, например. Да, и на кексик тоже не особо похоже, если честно. Так, вот это у нас руки. Тоже неохота пока их рисовать. Вот. В целом, давайте даже, наверное, проработаю чуть-чуть мышцы пресса, которые тут у нас есть. Вот так. Вообще, кстати, пресс у всех по-разному образуется. У кого-то он достаточно симметричный, у кого-то не очень вообще. Тут также все это индивидуально. Вообще прикольно, конечно, с натуры рисовать, потому что там будет все это попонятней. Вообще, если вам интересна анатомия, то можете посмотреть еще видеоролики Александра Рышкина. Вот. Но я бы сказала, что там типа вам нужна будет хоть какая-то база, чтобы смотреть его уроки. Потому что я бы сказала, что у него прям углубленное и доскональное изучение. Вот. Прям основы у него нету как раз-таки. Вот. Хотя, может быть, я не видела просто.
Ну, как по мне показалось, что его уроки сложные, если ты прям только начинаешь рисовать тело. Чисто как для знаний, да, а вот цельного понимания у меня вот, например, не образовалось. Просто от просмотра видеороликов, вот. То есть, если бы я не знала чего-то элементарного, типа там, что... Ну, там, где плюс-минус находится грудь, грудная клетка, там бедра, там талия, то мне бы было сложно смотреть некоторые его видеоролики. Для того, чтобы узнать больше, прикольный канал. Продолжим. Делаю то же самое, примерно на начале, где шея, где у нас будут ключицы. Конечно, я не очень аккуратно это делаю. Это у нас тут находится грудь. Тут у нас будут находиться где-то подмышки. Тут вот эти вот мышцы плечевые. Не знаю, как они называются. Еще раз повторюсь. Кстати, я начала смотреть аниме. Так, чисто для вас информация. И могу сказать, что вот в аниме рисовке там как раз-таки очень хорошо все утрируется и изображены, по сути, плюс-минус такие основные черты, которые вот как раз-таки помогают достичь вот какой-то реалистичности в фигуре, в достоверности в ней. То есть они нарисованы максимально просто, да, там буквально 2-3 линии, но этого достаточно, чтобы было понятно, что это грудь, это там подмышки, это живот, это пресс и так далее. Вот, поэтому можете понаблюдать, там, не знаю, порисовать, например, подобные копии там хороших иллюстраторов, кто рисует аниме. Просто как совет. Вообще, типа, если вы хотите учиться рисовать, это как бы и мне совет, и вам совет. Можете копировать произведения работы хороших мастеров, профессионалов. Вы сможете на их работах учиться. Но, конечно, я не говорю, типа, выдавайте их работы за свои, скопированные. Вы должны к этому относиться как к практике и обучению. Кстати, вот тут вот из-за того, что парень очень худой, мы можем понять, что примерно вот здесь у нас находится где-то грудная клетка. То есть, типа, заканчивается вот так вот, если не ошибаюсь, так как там ребра идут, тут солнечное сплетение, если не ошибаюсь. Вот, и то есть, видите, у нас тут образуются определенные складки, они образуются не просто так, а потому что там, кости так устроены, и поэтому так все образуется. Можете просто понаблюдать. Или написать комментарий. Или зайти в мой инстаграм и подписаться. Вот так вот. Не очень правдоподобно получилось, но ладно. Кстати, если действительно вам понадобятся какие-то референсы похожие, то можете зайти в мой Pinterest. У меня есть доски, и там типа вот боди есть доска, и там вы можете просто вот так кликать на фотографии и искать, что там рекомендуется под ними. Вот, я думаю, возможно, вам это понравится. Вот, так что тут у меня есть боди, арт, просто для вдохновения, там типа пацаны, тоже чтобы порисовать. Вот, девушки, какие-то штуки по анатомии я их особо еще не рисовала, только некоторые бывают. Если там мне станет интересно, как же коленка рисуется в определенный момент, я такая иду, захожу и смотрю, так, тут что-то такое, где вот тут по коленке, тут прям вся нога. То есть, типа, порассматривать, повторять такие рисунки, мне кажется, очень полезно, вот, потому что постепенно придет понимание, что как устроено. Вот, видите, всякие там, типа, анатомические штуки, как мышцы устроены, как кости. Типа, в целом, это чисто даже просто интересно. Но главное, чтобы вам было интересно. Прям заставлять себя, мне кажется, не нужно. Мне кажется, должен приходить аппетит в процессе, так сказать. Давайте нарисуем спину, попробуем. Буду рисовать на этом же месте. Надеюсь, вам будет все нормально видно. Поближе. По сути, то же самое. Тут где-то у нас... как называется? Ну, вы поняли. Так, грудная клетка, вот. Тут у нас типа будет позвонок, тут у нас где-то попа будет начинаться. Конечно, начинайте сначала, наверное, с простого. Типа рисуйте простые положения тела, чтобы просто сначала понять, что вообще как в обычном положении идет. Кстати, прикольно, когда вот именно какие-то мускулистые фигуры, потому что из-за того, что у них накачанные мышцы, как бы их вообще видишь в целом. Вот, а когда, наверное, либо костлявый, наверное, тоже можно, так сказать, увидеть, что как там устроено. Хотя все равно нужно знание, потому что, например, я не понимаю, что вот это вот за... Что
Что вообще может быть такое там находиться. Так что спина будет у меня плохо нарисована. Вот. Так, где-то вот у нас вторая. Дельта. Вот это, случайно не дельта называется, я тут вспомнила. Так. Тут у нас идет, получается, где-то примерно прогиб в пояснице. Тут у нас, я так понимаю, видите, я не знаю, хорошо вам видно или нет, типа копчик, я так понимаю. Вот когда вы падаете жестко на жопу, вот, и вам больно. Обычно вы ударяетесь на копчик. Не знаю, у меня обычно падение на него приходится. Тут еще какие-то... Короче, из-за того, что там очень у нас тело жестко устроено, по сути, у нас тут должны быть лопатки. То есть, типа, я бы, если бы не видела вот эти мышцы, я бы что-то вот такое нарисовала. Типа, просто вот полосочки такие. Вот. Но из-за того, что тут много всяких мышц, я не понимаю ничего. Вот. Тут где-то у нас будут именно мышцы попы, грубо говоря. Так, тут у нас локти. Ну, блин, вот так как это выглядит. Моя спина. Не обессудьте. Короче, думаю, парочки рисунков хватит. Под конец я покажу вам рисунки, которые там рисовала вчера, например. Вот. Это просто из головы, грубо говоря. Остальное это я брала фотки рандомные в Pinterest и пыталась вот понять. Это, кстати, нарисовано с аниме рисуночков, если не ошибаюсь, и потом уже пошла с натуры. Ну, не с натуры, а с фотографий, то есть. Вот. Пыталась понять, где находятся ребра и мышцы. Я плохо пока разбираюсь в названиях, поэтому, ну, как есть. Вот. Так что сделала просто пару рисунков именно грудной части мужской, груди, сисек, так сказать, мужских. Вот, чтобы понять, что как. Кстати, женские надо тоже порисовать. Вот, хотите вы следующий видеоролик с женскими грудями? Если да, то пишите в комментариях. Вот. Ну, короче, выглядит это примерно все вот так. Так что, если вам понравилось или не понравилось, или у вас есть советы, не только мне, потому что если вы пишете в комментариях, я считаю, что вы пишете не только мне, а и еще людям, которые смотрят мои видеоролики. Поэтому, если у вас есть какие-то советы, рекомендации или всякие такие штуки, то можете писать в комментариях. Мне кажется, будет интересно не только мне, но и подписчикам, кому, например, тоже интересно порисовать фигуру и научиться вообще ее рисовать. Вот. Ну и намекну вам еще раз, последний раз, на свой Pinterest. Вот мой Pinterest. Ну и, конечно же, на свой Инстаграм. Блять. Так. И на свой Инстаграм я тоже намекну. Подписывайтесь, всех жду. Вот. Веду регулярно, все для вас. В Ютубе, конечно, делаю видеоролики не часто, но в Инстаграме достаточно контента, так сказать. Всем пока!